Бывают истории, в которых ты сразу же знаешь финал и ведешь слушателя к нему. А бывают другие, где финал открыт, точного ответа нет, и ты предлагаешь вместе о нем поразмыслить. Сегодняшнее арт-расследование как раз тот случай. На тысячах изображений Рождества и поклонения волхвов рядом с Иисусом, который появился на свет в хлеву, стоят вол и осел. Добрые животные, согревающие младенца своим дыханием. Мы все их помним. Однако в евангельских рассказах о святом семействе их не найти. Они попали в традицию из апокрифов, а те, вероятно, опирались на строки из ветхозаветной книги пророка Исаии. «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». По крайней мере, с III века христианские богословы стали интерпретировать эти слова как указание на грядущее Рождество Мессии. Постепенно представление о том, что Христос родился в хлеву, рядом с волом и ослом, закрепилось в предании и в иконографии. Среди поклонений волхвов, написанных в позднее Средневековье, есть одно, в котором все вроде бы как на других версиях этого сюжета, но на поверку совсем иначе. Нетрудно догадаться, что написал его Иероним Босх. Как и его предшественники, он поместил в центр сцены хижину. Это хлев, где родился Спаситель. Но внутри мы видим не святое семейство, а неких людей со зловеще темными лицами. В дверях стоит странный персонаж в красном плаще на голое тело. По самым правдоподобным версиям, это царь Ирод Великий или Антихрист, дьявольский антипод Христа. Его присутствие тут говорит о том, что мир, в котором родился Богочеловек, полон зла и ему враждебен. Справа виден низкий проем. И внутри, в темноте, стоит симпатичный осел. Он то ли глядит на Иисуса, то ли, как подразумевается, его не видит, поскольку утыкается мордой в изогнутую подпорку, на которой лежит крыша хижины. Историки нередко утверждали, что Босх, вопреки традиции, оставил эту сцену без вола. Но это ошибка. Вол изображен в глубине за ослом. Со временем пигмент потемнел так сильно, что второй обитатель хлева стал практически неразличим. Все звери на месте, хотя один из них и не виден. Настоящий вопрос в другом. О чем они говорят? Джозеф Кернер и Дебора Стрикланд, замечательные исследователи Босха и образов инаковости в позднесредневековых изображениях, предположили, что Босх поместил морду осла напротив божественного младенца, чтобы усилить полемический посыл сцены. По версии Кернера, печальный профиль этого зверя должен был напомнить о крючковатых носах, с какими на исходе Средневековья нередко изображали евреев. И осел не случайно изображен на одном уровне с двумя сиролицами-пастухами, которые через дырку в стене тоже разглядывают младенца. Все они, якобы, представлены Босхом как враги Христа и христианства. Осел как антииудейский выпад? Что за нелепые построения? На первый взгляд от них хочется отмахнуться. Тем более, что и Кернер, и Стрикланд ошибочно полагали, будто Босх, обличая мир иноверия, изобразил в хижине одного осла, и что такую иконографическую аномалию требуется специально объяснять. Теперь мы знаем, что вол там тоже есть, просто, увы, не заметен. Но исследователи, безусловно, правы в главном. В средние века эти два животных действительно часто использовались в религиозной полемике. Давайте разберемся, как. В сочинениях богословов и проповедников, склонных придавать символическое значение каждой детали священной истории, вол и осел тоже служили прославлению Христа или обличению его недругов и иноверцев. С одной стороны, двух животных, ставших свидетелями Рождества, часто уподобляли Спасителю. Ведь они верно служат человеку и безропотно сносят людскую злобу. Так и смиренный Христос добровольно принял страдания и смерть за людей. С другой стороны, вола и осла нередко противопоставляли друг другу. В этом случае один из копытных спутников младенца получал позитивное, а другой – негативное толкование. Один соотносился с иудеями, так в итоге и не признавшими его мессией, а второй – с язычниками, которые массово в него уверовали и составили основу церкви. Но кто в этой паре кто? Среди христианских авторов тут не было единства. Одни видели в воле, который тащит тяжелый плуг, аллегорию еврейского народа в ярме Ветхого Завета,
А в осле, которому приписывали многочисленные пороки – лень, упрямство, похоть, глупость – указания на языческие народы. Однако чаще трудолюбивый и покорный вол олицетворял язычников, а упрямый осел – жестоковыйных иудеев. Сравним для примера два толкования. На исходе античности Аврелий Августин, один из отцов церкви, писал, что осел, как длинноухое животное, символизирует язычников. В лице волхвов они приняли благую весть и признали Христа Мессией. Напротив, рогатый вол означает иудеев, поскольку они уготовили ему рога, распятие на кресте. В отличие от Августина, клюнийский аббат Петр Достопочтенный, живший в XII веке, видел в осле указание на иудеев. Аргументы, доказывающие, что Иисус – это и есть Мессия, обещанный их пророками, неопровержимы. А значит, упорствуя в своем неверии, иудеи мало чем отличаются от скотов и от глупейших из них – ослов. Стоит напомнить, что еще в античности некоторые римские авторы, например, историк Тацит, обвиняли евреев в поклонении изображениям осла. Так что этот длинноухий зверь использовался в антииудейской полемике задолго до Петра Достопочтенного, известного обличителя иноверцев. На средневековых изображениях ослы играли две противоположные роли. Первая была позитивной и почтенной. Оседлав осла, святое семейство отправилось в Египет, чтобы спастись от преследований царя Ирода. На другом осле уже взрослый Иисус въехал в Иерусалим, где ему было суждено претерпеть муки. Во многих церквях и монастырях на исходе Средневековья хранили деревянные статуи, изображавшие Христа, сидящего верхом на этом животном. Такие фигуры устанавливали на платформы с колесиками. И в пальмовое, в православной версии, вербное воскресенье, за неделю до Пасхи их выкатывали из ризницы и везли во главе торжественной процессии, напоминавшей о входе Господнем в Иерусалим. Вторая роль была негативной и обличительной. Во многих сюжетах и пословицах осел олицетворял глупость, ленность, невежество и похоть. Потому на колпаки шутов пришивали уши, похожие на ослиные. Как записной упрямец, осел регулярно появлялся и на изображениях, которые обличали иудеев за упрямый отказ признавать божественность Христа. Один из самых ранних примеров мы найдем в энциклопедии «Сат утех» Hortus Deliciarum, которую в конце XII века составила аббатисса Герада Ландсбергская. Ее рукопись погибла во время прусской осады Парижа в 1870 году, но сохранились копии миниатюр, выполненные еще в начале XIX века. Посмотрим на вот эту сцену распятия. По правую руку от Христа расположился тетраморф. Существо с 4 лицами – человека, льва, вола и орла. Эти звери олицетворяли 4 евангелистов. На тетраморфе восседает коронованная церковь. По левую руку от Христа на осле понуро сидит синагога. Ее глаза закрыты платком, в руках жертвенный козленок и нож, а перед ослом лежит ярмо, напоминавшее о духовном рабстве, в котором по христианским представлениям пребывают иудеи. Хорошо, осел глуп и упрям. В агрессивных средневековых текстах иудеев часто уподобляли ослам. Но при чем тут почтенный осел из Вифлеемского хлева? На многих изображениях Рождества и поклонения волхвов он стоит рядом с другом волом. Они оба щиплют сено, склоняются над младенцем, чтобы его согреть, или даже вместе ему поклоняются, словно люди. Однако порой, и это важно, их реакции заметно разнятся. Скажем, осел, опустившись на колени, смотрит на новорожденного, а вол от него отворачивается. Или наоборот, вол жует траву, глядя на младенца, а осел почему-то ревет, развернувшись в другую сторону. Что говорят эти различия в поведении? Стремились ли художники вслед за богословами противопоставить двух животных, как символы язычников и иудеев? А может, они не задумывались об иноверцах, но хотели показать два взгляда на Спасителя – праведный и неправедный, ведущий к спасению и к погибели. Или просто пытались ввести в священное действо живую или даже комичную деталь. Все варианты возможны. Пришло время вернуться к боссу. Гипотеза о том, что осел, изображенный перед новорожденным Спасителем, означает иудеев, которые не признали его мессией,
Звучит странно. Сходство между его печальным профилем и горбатым носом, как знаком еврейской порочности, вообще может ничего не значить. Однако другие детали этого необычного изображения подсказывают, что в нем все, даже такое возможно. Над вратами двора, в котором сидит Иосиф, приемный отец Иисуса, кувыркается жаба, привычный знак нечистоты. На стене хлева притаилась сова, ночная птица, олицетворявшая духовное помрачение. На пороге стоит зловещий персонаж, вероятно, антихрист, а внутри притаились его темноликие клевреты. Босх мог показать в глубине хлева обоих зверей бок о бок, но не сделал этого. Он поместил на первый план осла, который в иконографии того времени действительно часто ассоциировался с упрямством и помрачением иноверцев, а вола задвинул вглубь. Как и антихрист с его клевретами, осел выглядывает из темноты и отделен от спасителя подпоркой, на которой лежит крыша хижины. Смотрит, но не видит. Или тоже поклоняется младенцу, как волхвы. Визуальный язык Босха двойственен и точного ответа давать не желает. С вами был Михаил Майзульс, программа «Бог в деталях». Следующее расследование выйдет через неделю. Подписывайтесь на наш канал «Идеи без границ».